Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза, и сегодня у нас с вами в обзоре будет изобретатель. Расскажу, в каких режимах он будет полезен, где его можно применять и какие плюшки-фишки у него есть. Но прежде чем начнем, всех приглашаю в группу. Группа называется вот так: «Герои против монстров», Импреза. Заходите, ссылка внизу в комментарии, либо в описании группы, все можно найти. Здесь много полезных разных разделов, есть чат, есть борт-журнал, который я веду, там периодически какие-то свои заметки выкладываю и так далее. Есть хороший раздел «Мысли антигуманиста», то есть очень много всего расписано, по изобретателю даже есть, тут можно все посмотреть. Так, и что еще у нас здесь есть? Недавно создал вот такую тему, арты. Буду здесь выкладывать всякие разные картинки. Можете также тоже здесь все выкладывать, если у вас какие-то там картиночки тоже красивые есть. В общем, полезной информации много. Заходите, всех ждем, вход свободный. Ну а теперь к обзору. Итак, что у нас здесь интересного? Здесь у нас скорость снарядов отмечается в базовых характеристиках, то есть основной упор идет на скорость снаряда. Все аналогично, как с клинком рассвета. То есть чем быстрее он вращается, тем больше урона он выдает. У изобретателя с его лопастями, вот они лопасти, с лопастями ротора все абсолютно то же самое. Здесь что у нас еще интересного можно увидеть? Плюс 25% к урону, плюс 1 снаряд, 1 апгрейд на старте у нас добавляется изначально. И глобалки идут на скорость снарядов. Это очень и очень важно, потому что снаряды должны четко и быстро долетать до мобов, поэтому вот этими глобальными усилениями не стоит пренебрегать. 2,5 плюс 2,5 это уже будет 5%. И все герои, которые разделяют фракцию Лига Механистов, она у нас, по-моему, называется, они получают прибавку в виде одного снаряда физического. То есть это тоже хорошо. Плюс на 120 уровне у нас снова идет прибавка в 5% к скорости снарядов. Итого мы получаем 10%. Но еще у нас есть в кузнице также глобальное усиление на повышение скорости снарядов. То есть получается, что с одного изобретателя 12,5% к скорости снарядов мы с вами получаем. Это очень и очень хорошо, это очень и очень нужно, поэтому обязательно это дело нужно прокачать. Не упускайте этот момент. Если есть возможность его открыть, открываем, прокачиваем и наслаждаемся. За этого героя я играл в прохождении глав. Он мне очень сильно помог. Вот почему-то по моим личным ощущениям мне показалось, что этот герой, он наиболее комфортный из всех тех героев, которые у меня были доступны на тот момент. Когда я проходил главы, у меня там было, наверное, около, ну, может, 15-20 героев, где-то так. И вот довелось мне открыть изобретателя, уже не помню, где и как я его открыл. И проходил, делал 390, и было очень легко и комфортно. То есть он защищал себя, он не давал к себе подойти. Мне нравилась вообще в целом его механика ведения боя. То есть он и на близкие расстояния к себе он никого к себе не подпускал, не давал никому к себе подойти, потому что у него область поражения была сконцентрирована вокруг него. И с боссами он тоже там спокойно расправлялся. Кстати, по боссам отдельная тема. Изобретатель очень хорош в битве с боссом, но нужна кузница. В кузнице все достаточно интересно. Давайте смотреть, что здесь. Либо мы с вами увеличиваем скорость снарядов, тем самым мы с вами повышаем урон, либо прибавляем критический урон. Тут ориентируйтесь на свои какие-то характеристики, которые у вас уже прокачаны так или иначе. Если критического урона у вас более чем достаточно, то можете поставить скорость снарядов. Но даже если критического урона мало,
можно все равно также поставить правую сторону на первом уровне, чтобы скорость снарядов у вас была еще выше. Здесь фишка в том, что чем чаще проходит круг, лопасть ротора, тем больше урона она нанесет. Это самое основное. Вообще изобретатель, он любит область и скорость снарядов. Если вот эти два параметра мы с вами поставим на максимум, то из изобретателя вы выжмете абсолютно все соки. Здесь либо мы с вами добавляем урон, эта сторона будет эффективна в использовании в режиме битвы с боссом, либо мы с вами ставим увеличение вероятности появления дополнительного клинка на 1000%. Ну, по большому счету, для прохождения глав эта сторона, она подойдет, но в битве с боссом мы с вами ее использовать не будем, потому что там все-таки большую роль играет именно наличие вот этих множителей по урону. Один дополнительный клинок, он просто по большому счету он ничего не даст, потому что моб у нас, ну не моб, а босс он у нас один, и соответственно от того, что там один клинок будет вращаться дополнительно, толку никакого нет. Да и в целом-то и в других режимах тоже можно использовать левую сторону, даже там, где мобов много, и в прохождении глав тоже можно использовать левую сторону. Ну и соответственно все нужно выбирать исходя из ваших каких-то предпочтений. Можете просто даже вот потестировать, сделать забеги в одном и том же режиме, в одном и том же сете, там камни и так далее. Можете посмотреть, мне кажется, что левая сторона более эффективна будет для вас. Так, скорость снарядов здесь у нас прибавляется, это мы уже с вами обсудили. И вот здесь энергетический разрядник. Заряжаем клинки, чтобы извергнуть шквал пронзающих лучей. Когда увидел Эва изобретателя впервые, я, честно говоря, даже не понял, что это такое. Я просто помню, что я это увидел в ПВП. И вот эти белые лучи, которые вылетали из изобретателя в разные стороны, я думал, что это вот прям новая палка какая-то появилась, которую я каким-то образом пропустил и никак не мог понять, что это вообще такое. Но потом ребята подсказали, что это было Эва изобретателя. Мне было интересно тогда на тот момент все это дело изучить и посмотреть. И вот сейчас уже на момент выхода этого обзора уже есть возможность продемонстрировать все это вам. И сейчас обязательно сбегаем в подземелье, посмотрим, как он себя там ведет. И покажу, как все это выглядит. Ну и здесь что можно выбрать? Либо мы с вами увеличиваем размер снаряда на 100% и прибавляем урон на 20%. Либо мы убираем время зарядки. Ну, по-моему, было раньше написано убрать время перезарядки. Или так и было, я уже не помню. Но не суть. Здесь правая сторона ориентирована на босса, естественно. Левая сторона у нас ориентирована на толпы. То есть здесь зацеп будет больше, урон чуть-чуть прибавляется, плюс размер у нас снаряда становится больше на 100%. Ну и как такового прям супер сильного глобального изменения мы с вами здесь, конечно же, не увидим, несмотря на то, что размер увеличивается. То есть у вас уже представление есть о том, как выглядят лопасти ротора. Здесь имеет смысл просто вот даже на таких параметрах сбегать в подземелье и посмотреть, как это все выглядит. Так, что у нас в скиллах интересного? Каждый удар имеет шанс в 11% создать еще один снаряд, которого хватает на 5 секунд. Каждый активный дополнительный снаряд сокращает этот шанс наполовину. То есть чем больше снарядов, тем меньше процент вероятности того, что этот снаряд дополнительно у нас появится. Ну и соответственно, с левой стороны, когда во время забега мы с вами видим цифру и рядом с ней у нас слева от нее стоит плюс, то есть это
то самое количество добавленных снарядов, то есть этот скилл у нас с вами работает. И количество лопастей вот этого ротора, оно увеличивается, и все это заметно. Поэтому скилл этот хороший. Здесь при достижении 5 активных дополнительных снарядов запускаем волну каждые 2 секунды, нанося определенное количество урона от оружия. Ну, этот скилл вообще, получается, он работает в паре с кузницей. Вот с этой стороной увеличиваем. То есть, если мы вот эту сторону поставим, то вот этот скилл будет у нас активно работать. Давайте здесь выберем вот так, потому что мы в босса сейчас не пойдем, ну, смысла нет пока. Да и не хочу, там сейчас еще и закрыто, еще тем более. Давайте сейчас поставим вот эту сторону и посмотрим, как вообще вот эта волна, насколько часто она у нас с вами будет появляться. Так, ну и соответственно, если мы этот показатель будем прокачивать, то до 2000% практически мы с вами его доведем. Ну, на самом деле, урон изобретатель выдает очень хороший, и можно его использовать в разных режимах, там и главы проходить, и в ПВП даже с ним бороться порой бывает тяжеловато, потому что он такой вот универсальный, во многих режимах он используется, главы, босс, что еще? Можно, конечно, пробовать в кошмаре, но опять же там нету у него вот этих вот статус-эффектов, которые будут работать на вас, которые будут там замедлять, оглушать или замораживать. К сожалению, у него этого нет. Но он и не нужен для этого. То есть он нужен только для того, чтобы выдавать огромное количество урона. Этим он и хорош. И вполне себе неплохо он играет и на слабых аккаунтах, и игроки чувствуют эту разницу. Я помню, когда я его открыл, мне было прям вот, ну, интересно, вот было легко, комфортно за него играть, то есть я почувствовал какую-то вот такую прям прибавку, как глоток свежего воздуха, можно сказать так. Так, что у нас с ультой? Все, кого мы с вами положили, заполняют ульту. При заполнении количество мечей увеличивается на 5. Скорость снаряда увеличивается на 100%. Герой притягивает к себе врагов, уклоняется от атак, а урон увеличивается на 70%. Этот скилл, эта ульта очередное доказательство того, что герой ориентирован на большое количество урона. Он способен его выдавать. И уже, чтобы больше вас не задерживать, давайте уже сразу пойдем и посмотрим, как это все выглядит у нас на практике. Так, нажимаем. Обновим. Ну, давайте возьмем вот это. Обновим. И никак не хочет выпадать. Книга скорости для Эва нам нужна. Перезарядка на изобретателя по факту не влияет. Ее имеет смысл брать только для второстепенных палок. Удвоение обязательно, чтобы снарядов было больше. Так, выпало, да? Вот видите, как их много. Очень-очень много. Вот уже плюс 9. Добавляем еще один снаряд. Увеличиваем скорость и добавляем урон. И теперь у нас сейчас будет все поинтереснее. Сейчас мы еще прокачаем. Дойдем до Эва. Ну вот не дает он прям к себе подойти. Вот этим-то он и нравится, то что у него снарядов много и очень быстро они вращаются. Сейчас мы еще и область прибавим. И тут вообще конфетка будет. Чем больше область, тем сильнее изобретатель. Здорово на самом деле все это выглядит. Приятно за всем этим наблюдать. Но естественно не в таком режиме. Вот пошел буст. Вот она пошла ударная волна. И все, кто в нее попал, получают большое количество урона. И вот сейчас вот эти вот ударные волны,
они должны быть достаточно частыми. Так, давайте еще области прибавим. Больше снарядов, больше волн. Больше снарядов, больше волн. Еще один снаряд добавляем. Еще и скорость прибавилась. И запускаем Эво. Сейчас вот эти белые лучики полетят. Вот они, все полетели. И тут вообще прям все здорово становится, все насыщенно, все очень красиво. Ну, давайте, кстати, вот так лучше сделаем, потому что там и так это все видно. Но вот эти вот лучи, они сейчас будут появляться, и мы их будем видеть намного лучше в таком режиме. Ну и, соответственно, если у нас с вами будет выбрана правая сторона, то лучи вот эти будут у нас постоянны. Если мы с вами выберем левую сторону на 5-м уровне в кузнице, то размер снаряда у нас увеличится и прибавится урон. И выбирать вот эти стороны нужно будет вам в зависимости от режима, в который вы идете. Это подтверждает тот факт, что изобретатель, он универсален, можно его использовать абсолютно везде, во всех режимах пробовать. Ну, исключение, наверное, только в башне он там ему тяжеловато будет, потому что нету у него никаких предпосылок даже к тому, чтобы работал хоть какой-то отхил. И вот, кстати, сейчас посмотрим на разницу в нанесенном уроне. Он в подземелье у меня набирал сколько? Давайте посмотрим. Он где-то там высоко. 21,6. Он на первом месте стоит. Но была настройка на 1.1, кстати говоря. А сейчас давайте посмотрим. 18,8, ну получается 19,8 и еще 8, это 20,6. Ну, видите, все-таки разница есть, даже несмотря на то, что у него вот этот буст идет за счет увеличения вот этой вероятности, да, там в кузнице 2-й уровень. Даже несмотря на это, все-таки, наверное, урон в 1.1, он всегда будет в выигрыше. Но если вы находитесь где-то там на начальных этапах, можете экспериментировать, не забудьте, потому что аккаунты, они всегда индивидуальны. Можно использовать как левую сторону, так и правую. Все зависит от вообще прокачки вашего аккаунта. Ну и в целом, ну как видим, левая сторона, она будет эффективнее в 1.1. Пробуйте, экспериментируйте, смотрите, наблюдайте, как получится у вас. Все это достаточно интересно. Вот такой вот обзорчик получился на изобретателя. С вами был на связи Импреза. Всем пока-пока. До новых встреч.